Не могли найти место для поставить палатку. Фигово выспались. Брейкденсеров. При малейшей опасности рак полностью прячется в раковину. Уже отправляется на Симферополь и продолжает. А в такой толпе очень легко потеряться. Так у нас и случилось. И после этого момента я Саню не видел. Я обернулся, а его как будто бы не было. У всех людей спрашивал. Сим-карту мы купили одну на двоих, и она была у меня. Я даже договорился с местным продавцом, чтобы он мне набрал, если увидите Саню. Еще удивлялся, почему он ни у кого не попросил телефон набрать меня. Минут через 40 мне поступил звонок от местного участкового. Сказали, что мой друг ждет меня возле кафе «Меганом». Когда мы встретились, я удивленно спросил его, почему же он ни у кого не попросил телефон, чтобы набрать меня. На что он злобно ответил мне: «Попробуй сам попроси. Я только что просил примерно 50 людей». Я согласился ради прикола, попробовал, и мне дал позвонить второй же человек. Видимо, это был не Санин день. На набережной было очень много всяких уличных артистов, иллюзионистов, брейкденсеров. Какие же они залипательные в такой скорости. И огненные художники. Автомобиль глухого человека. Неразваленный Ленин. Ну и, конечно же, салют в честь Дня города, который мы наблюдали с холма рядом с Ялтой. Ребята, в общем, это полная жесть. Местные жители сказали, что можно спуститься на пляж, и там будут какие-то дикие пляжи, где можно поставить палатку. В общем, мы спускались с высоты примерно 300 метров. Там был просто практически вертикальный спуск, чтобы узнать, что там дальше тупик. И там пляжи только поселка и отеля. В итоге сейчас поднимались на эту гору опять в 11 часов вечера. Саня там вообще мертвый. Я сейчас доехал, жду его. Едем в соседний поселок, который за 7 километров отсюда. В общем, не стоит спрашивать и доверять местным жителям. Сегодня нам пришлось спать просто тупо в спальниках, поэтому как-то не очень доброе утро. Не могли найти место для поставить палатку. Фигово выспались, сейчас с самого утра едем. Может, днем где-то поспим. Это то самое место, что нам удалось найти для ночевки, и нам даже не разрешили здесь ставить палатки. Сейчас немножко поплавали, чуть взбодрились. Настроение приподнялось. У меня что-то грустно, у меня колено болит, желудок болит, и мы фиговенько. Заезжаем на шоссе традиционно на горку. В ночевке возле моря есть свои плюсы, кстати. То, что проснулся, сразу же пошел освежился, в море покупался, полон сил энергии. Но на горку ехать тяжело. Опять жду Санька. Кстати, на остановке висело такое объявление, так что если кто-то видел, звоните Марине. Офигенный вид. Санек уже перебинтовался ногу эластичным бинтом. Колено вообще болит. Думаю, сейчас его посажу на тралик и сам поеду до Алушты. Санек! Тут тралик ходит до Алушты, поедешь? Чё не? Отправил, сказал, что будет ждать наконечный, поэтому сейчас сваливаю просто всю 30 километров нужно валить. На трассе продавали инжир, не смог удержаться. Проехал чуть больше половины пути до Алушты. Впереди крутые спуски, но жесть тяжело. Надеюсь, Саня меня недолго будет ждать. Я думаю, максимум полчаса. Троллейбус из Ялты.
парня на велосипеде с баулами. Короче говоря, Саня опять потеряшка. Оказалось, что меня туда послали. Там конечная троллейбуса из Симферополя. Из Ялты он едет напрямую на Симферополь. И остановка была на автовокзале, где я проехал. Только ни с чем не спрашивают и людей здесь. Нашел Саню, нашли с ним вот такую вкусную еду за 50 рублей. И поехали кататься по Алуште, смотреть город. Автобус на случай зомби-апокалипсиса в Алуште. Алуштинская набережная. Крабика нашли. Там подальше чуть-чуть. Их там много. Большие есть и маленькие. Хотя бы тут мнение, что раки-отшельника это детеныши крабов, на самом деле они совершенно другой вид. В отличие от его родственников крабов и раков, у него очень мягенькая пузика, точнее вся задняя часть, что делает его легкой добычей. Поэтому, как только личинка превращается в маленького рака, она сразу ищет для себя раковины, чтобы защитить себя от хищников. Когда рак вырастает из своей раковины, он находит другую, побольше. При малейшей опасности рак полностью прячется в раковину. Обычно у них одна клешня значительно больше другой, чтобы удобнее передвигаться и вытаскивать лишь одну клешню из раковины. Раки-отшельники внешне значительно отличаются от крабов и крабоидов, но именно с последней группой они обнаруживают родственные связи. В связи с болью в колене Саня решил сойти с дистанции и не продолжать путешествие, а отправиться домой. Поэтому мы решили снять жилье в Алуште, чтобы была возможность нормально выспаться после прошлой почти бессонной ночи, отдохнуть и погулять по городу. Жилье нашли за очень хорошую цену, за 1000 рублей за двоих. При этом с балкона открывается просто нереальный вид на море, плюс растет бесплатный виноград, что не может не радовать. К нам гость пришел. Учуял запах паштетика. Морда. Наконец-то наслаждаемся поездкой на великах без грузов. Один вечерок по побережью. Как офигенно ехать без груза, да, Саня? И как-то так выглядит ночная Алушта. Отлично выспались, выезжаем сажать Саню на троллейбус. Кстати, наше жилье было расположено под этим мостом, и с утра начали шуметь машины. Купил Саньку обед. Санек уже отправляется на Симферополь. Я продолжаю путь один. Санек. На троллейбусе. Саню еле-еле согласились взять в троллейбус на Симферополь на отдельной остановке, потому что сразу говорили, только возьмут с чехлом. Слава богу, сел. Сейчас в итоге кушаю и выдвигаюсь в сторону Феодосии. Выезжаю теперь, возможно, заеду в село Генеральское, там рядом с ним должно быть очень красивое плато с пещерами. Посмотрю, что там такого интересного. И теперь продолжаю свое путешествие один. С небольшим перегрузом, потому что слишком много сейчас воды с собой взял, плюс палатка. Не успел выехать с Алушты, как у меня поломалась велообувь. Просто оторвалось крепление. Жесть. Заехал теперь на местное СТО, решил, может, и помогут отремонтировать обувь, потому что без нее как бы вообще нереально на гору ехать с таким грузом. Вот мне пошли вырезать пластину. Я придумал, чтобы она держалась на новой пластине. Сейчас поеду дальше, надеюсь. Сделали мне такую запчасть, вот, может, теперь дальше поеду. Пластина сработала, еду теперь дальше. Доволен как слон. Все круто. Правда, впереди самые жесткие горы серпантины. Я выведу куда хочешь. Ужасно повезло, что прямо на самом выезде из-за того, что я поломался. На скорую руку его сделал. Доехал до ближайшего СТО. И потому что нужно сделать все-таки нормально. Вот. Сделал нормально. Теперь крепче, чем было. Надеюсь, далеко уеду.
Вот как-то так оно выглядит в применении. Ехал мимо кладбища, аж остановился. Смотрю, какая-то как привидение сидит. Это же если ночью ехать, вообще уписаться так можно. Увидишь и уписишься. Солнечногорская, наконец-то! И куда морское, судак. Федор, Нормально, я так ездил, я с Симферополя, я ездил так. это вы без груза там, да, чисто на гонку, да? Это чисто, да. Класс. Ну, на спортивную, на спортивную. Типа на шоссейных, с тонкими шинами, да? Вот. А так я ездил до Севастополя 2 часа, только через север, До Севастополя, это откуда? с Симферополя. А, с Симферополя до Севастополя 2 часа, да? Поднимаешься, встал на педали, все, пошел. Догоняет Карус, специально, наверное, перегазовку сделает, всего меня черным. Там уже. Обдал, говорит, сука. А товарищ ты оставил, что он сошел с дистанции. И куда? Обратно поехал? Да, в Полтаву. И что, он поедет на автобус сядет, да? На троллейбусе до Симферополя, от Симферополя до Джанкоя на электричке, потом от Джанкоя до границы на велосипеде, потом до Новоалексеевки, там, получится либо на велосипеде, либо на поезде, и потом до Днепра, и потом с Днепра на автобусе. Чехле у него будет? Нет. Или так? Так. Пускают? Очень сложно. Ну, на троллейбус наконец не пустили, пришлось ехать там на остановку. Ну, в Керчь я ездил постоянно. Если 20-30 километров постоянно. Так вы в Керчь что ли за один день, что ли? За 9 часов. Ну так понял, подряд, без отдыха. Поспать, остановился там. Почти- А кушать? Не, если я отдохну, больше отдыхать, то дальше не поедешь. Надо на одном дыхании. Где-то проехал, едешь, такая красотища. А дороги вот 25 лет назад было разбитые. И оказалось, что этот дедушка тоже нехило так катался в свое время по Крыму. Тут классно. Камни нереально просто горячие. Вообще по ним не ходить возможно. Уже он набрызгал себе дорожку до велосипеда. Нашел такое относительно безлюдное место. Вон там дальше все люди. Сейчас буду плавать, пока самая жара. Потом поеду на водопад Джурджур. И, может, в пещеру. Ребята, на создание контента уходит уйма времени, поэтому делитесь видео с друзьями, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, если вам было интересно. Итак, я напоминаю, что места ночевки отмечены фиолетовыми точками. Савак. Я такую вот стеночку, чтобы искренне. Местного плавания. Далеко эта пещера уходит?